Глава 1. Мои заметки о встречах с Доном Хуаном начинаются с 23 июня 1961 года. С этого дня началось мое обучение. До этого я встречался с ним лишь в качестве наблюдателя. При всяком удобном случае я просил рассказать мне, что он знает о пейоте. Каждый раз это кончалось ничем. И все же, судя по его колебаниям, какая-то надежда оставалась. И вот на этот раз он дал понять, что может снизойти к моим просьбам, при условии, что я обрету ясность мышления и буду точно знать, о чем прошу. Это условие было для меня непонятным, поскольку моя просьба относительно пейота была в сущности предлогом установить с ним более тесный контакт. Я рассчитывал, что моя ссылка на его собственные знания вызовет его на большую откровенность, и я таким образом смогу без особых препятствий узнать все, что он вообще знает о растениях. Однако он истолковал мою просьбу буквально, а именно, как желание получить знания о пейоте. Пятница, 23 июня 1961 года. Ты научишь меня тому, что знаешь о пейоте, Дон Хуан? Почему ты этого хочешь? Просто хотелось бы узнать об этом побольше. А разве сама по себе тяга к познанию недостаточная причина? Нет. Ты должен спросить в самом своем сердце, чего ради тебе, зеленому юнцу, вздумалось связываться со столь серьезными вещами. А сам ты чего ради этому учился? Ты почему об этом спрашиваешь? А может, у меня такая же причина? Сомневаюсь. Я индеец, у нас разные пути. И если серьезно, моя причина просто сильное желание этому учиться. Просто я хочу знать, чтобы знать. Но у меня нет плохих намерений, честное слово. Верю. Я курил тебя. Что? Неважно. Мне известны твои намерения. Ты что, хочешь сказать, что видел меня насквозь? Назови как угодно. Так может, ты все-таки будешь меня учить? Нет. Потому что я не индеец? Нет. Потому что ты не знаешь своего сердца. Что по-настоящему важно, это чтобы ты точно знал, почему тебе так сильно этого хочется. Учение о мескалито – вещь крайне серьезная. Будь ты индейцем, одного твоего желания в самом деле было бы достаточно. Но лишь у очень немногих индейцев может появиться такое желание. Воскресенье, 25 июня 1961 года. В пятницу я весь день был у Дона Хуана. Я рассчитывал уехать часов в 7 вечера. Мы сидели у него на веранде, и я решил еще раз спросить насчет обучения. Затея оказалась безнадежной, и я заранее смирился с отказом. На этот раз я спросил его, может быть, существует способ, при котором мое желание выглядело бы так, как если бы я был индейцем. Он долго молчал, а я все ждал ответа, поскольку, казалось, он что-то мысленно взвешивает. Наконец он сказал, что способ есть, и начал обрисовывать проблему. Прежде всего он обратил внимание на тот факт, что я очень устаю, сидя на полу, и для начала мне следует найти на полу пятно, как он выразился, где я мог бы сидеть без устали сколько угодно. До этого я сидел, обхватив руками щиколотки и прижав колени к подбородку. Едва он сказал это, как я почувствовал, что совершенно выдохся, и спину у меня ломит от усталости. Я ожидал объяснений, что это за пятно, но он и не думал ничего объяснять. Я решил, что, может быть, он имеет в виду, что мне надо пересесть, поэтому поднялся и сел к нему поближе. Он запротестовал и ясно подчеркнул, что пятно – это место, где ты чувствуешь себя самим собой, сильным и счастливым. Он похлопал рукой по тому месту на веранде, где сидел, и сказал, что вот, к примеру, его собственное место. Затем добавил, что эту задачу я должен решить самостоятельно, причем не откладывая. Для меня такая задача была попросту загадкой. Я понятия не имел, с чего начать, да и вообще, что именно делать. Несколько раз я просил дать мне какой-нибудь ключ или хотя бы подсказку насчет того, как приступить к поискам этого самого места, где я буду чувствовать себя сильным и счастливым. Я стоял на своем и доказывал, что совершенно не представляю себе, что же имеется в виду и как вообще подойти к решению этой задачи. Он предложил мне походить по веранде, возможно, я все же сумею найти пятно.
Я встал и начал ходить взад-вперед. Наконец почувствовал, до чего это глупо, и сел перед ним. Он, казалось, был очень недоволен мной и обвинил меня в том, что я ничего не желаю слушать и вообще, похоже, не собираюсь учиться. Потом успокоился и вновь начал втолковывать, что отнюдь не на каждом месте можно сидеть или вообще там находиться, и что в пределах веранды есть одно уникальное место — пятно, на котором мне будет лучше всего. Моя задача — найти его среди всех остальных. Если угодно, это можно понимать так, что я должен почувствовать это пятно среди всех остальных мест, без всяких сомнений определить именно то место, которое мне подходит. Я возразил, что хотя веранда и не очень велика, 2,5 метра на 4, пятен на ней множество, и понадобится уйма времени, чтобы проверить каждое, а кроме того, если учесть, что он не указал мне размеров пятна, их количество вообще возрастет до бесконечности. Но спорить было бесполезно. Он встал и очень жестко предупредил, что на поиски у меня может уйти хоть неделя, и если это меня не устраивает, то я могу уезжать хоть сейчас. Говорить больше не о чем. Он подчеркнул, что самому-то ему отлично известно, где мое пятно, поэтому я не смогу его обмануть. Это единственный способ, сказал Дон Хуан, засчитать в качестве достаточной причины одно лишь мое желание учиться знанию о мескалиту. В его мире, добавил он напоследок, ничто не дается даром, а уж знания и подавно. Он пошел в кусты за домом помочиться, а потом оттуда вернулся прямо в дом. Я подумал, что задание найти это самое пятно счастья попросту предлог, чтобы от меня отделаться, но все же встал и вновь принялся выхаживать по веранде. Небо было безоблачным, и на веранде, и вокруг было хорошо видно. Расхаживал я, должно быть, примерно час или больше, но не произошло ничего такого, что указало бы на местонахождение пятна. Я устал и сел на пол, через несколько минут пересел на другое место, пока с помощью такой, с позволения сказать, системы не проверил всю веранду. Я честно старался почувствовать между местами разницу, но ее критерий был для меня непостижим. Я чувствовал только, до чего это безнадежно, и все же не уходил. В конце концов, не для того я за 3-9 земель сюда тащился, чтобы уехать ни с чем. Я лег на спину и заложил руки за голову. Затем перевернулся и немного полежал на животе. Такой маневр я повторил по всему полу. Впервые, похоже, я наткнулся хоть на какой-то критерий. Лежать на спине было теплее. Я снова начал кататься по полу, теперь в обратную сторону. И снова проверил весь пол, на этот раз укладываясь ничком там, где прежде ложился навзничь. Ощущения тепла или холода были неизменными, в зависимости от моего положения, но разницы между местами не было. Тут меня осенило. Место Дона Хуана. Я сел на его место, потом лег, сначала на живот, потом на спину, но и здесь не было ровно ничего примечательного. Я встал. Я был сыт по горло. Нужно попрощаться с Доном Хуаном, подумал я, только не хотелось его будить. Я взглянул на часы. 2 часа ночи. Я прокатался по полу 6 часов. В этот момент на веранду вышел Дон Хуан и снова направился вокруг дома в кусты. Потом вернулся и остановился в двери. Я чувствовал отчаяние. Мне хотелось сказать ему напоследок что-нибудь оскорбительное и уехать. Но тут я подумал, что это ведь не его вина. В конце концов, я сам напросился на эту комедию. Я сказал: сдаюсь. Я как идиот катался всю ночь по полу и все еще не вижу никакого смысла в его загадке. Он рассмеялся и сказал, что ничего удивительного, ведь я не пользовался глазами. И в самом деле, этого я не сообразил, поскольку сразу понял с его слов так, что разницу нужно почувствовать. Я начал было опять спорить, но он меня прервал, заявив, что глазами тоже можно чувствовать, если не смотреть на вещи в упор. Если уж я за это взялся, то, может быть, стоит попробовать то, что у меня осталось, мои глаза. Он закрыл за собой дверь. Я был уверен, что все это время он исподтишка наблюдал за мной, потому что как иначе он мог знать, что я не пользовался глазами. Я снова начал кататься по полу, поскольку это было проще всего. Теперь, однако, лежа на животе, я клал на руки подбородок и всматривался в каждую деталь. Немного погодя, темнота вокруг изменилась. Стоило мне уставиться прямо перед собой, как вся периферия поля зрения
приобретала яркий однородный зеленовато-желтый цвет. Эффект был поразительным. По-прежнему уставясь перед собой и стараясь не сбить фокус, я пополз боком, передвигаясь каждый раз на фут. Вдруг в точке примерно посередине веранды я заметил смену оттенка. Справа на периферии поля зрения зеленовато-желтоватый цвет превратился в ярко-пурпурный. Я сконцентрировал на нем внимание. Пурпурный цвет посветлел, не убывая в яркости, и таким и оставался, пока я удерживал его боковым зрением. Я накрыл это место курткой и позвал Дона Хуана. Он вышел на веранду, а внутренне я торжествовал. Я в самом деле видел смену оттенков. На него это, однако, не произвело особого впечатления, но он предложил мне сесть на это место и описать свои ощущения. Я сел на пол, потом лег на спину. Он стоял рядом и то и дело спрашивал, как я себя чувствую. Но я не чувствовал в себе каких-то изменений. Минут 15 я старался почувствовать или увидеть, что ли, какую-то разницу, а рядом терпеливо ждал Дон Хуан. Наконец я почувствовал, до чего мне все это опротивило. Во рту появился металлический привкус. Неожиданно разболелась голова. Похоже было, я вот-вот заболею. Мысль о бесплодности любых моих усилий привела меня в ярость. Дон Хуан, должно быть, заметил, как я расстроен. На этот раз он был очень серьезен и внушительным тоном сказал, что если я в самом деле хочу учиться, то мне придется в отношении самого себя быть непреклонным. «Для тебя, — сказал он, — существует лишь один выбор. Либо сдаться и уехать, распрощавшись со своей мечтой, либо разгадать загадку». Он скрылся за дверью. Я хотел уехать немедленно, но слишком устал. К тому же смена оттенков была столь очевидной, что здесь попросту не мог не скрываться какой-то критерий, а кроме того, не исключено ведь, что существуют еще какие-то признаки. Да и уезжать сейчас было уже поздно. Я сел, вытянул ноги и начал все сначала. На этот раз, миновав пятно Дона Хуана, я быстро добрался с места на место до конца пола, затем развернулся, чтобы захватить внешний край веранды. Дойдя до центра, я зафиксировал еще одно изменение в окраске, опять на периферии поля зрения. Разлитый повсюду однородный зеленовато-желтый цвет в одном месте справа от меня превратился в яркий серо-зеленый. Какое-то время этот оттенок держался, затем вдруг перешел в новый, не тот, который был раньше. Я снял ботинок, отметил эту точку и вновь начал кататься, пока не покрыл пол во всех возможных направлениях. Больше никаких изменений в оттенках не было. Я вернулся к точке, отмеченной ботинком, и тщательно ее осмотрел. Она находилась в 6 футах на юго-восток от той, что была отмечена курткой. Рядом лежал валун. Я присел на него передохнуть, пытаясь найти ключ и всматриваясь в каждую деталь, но по-прежнему не чувствовал никакой разницы. Я решил попробовать с первой точкой. Опустившись на колени, я собрался уже лечь на куртку, когда вдруг почувствовал что-то совершенно необычное. Более всего это напоминало физическое ощущение, как будто что-то буквально давит на мой желудок. Я моментально отскочил. Волосы на затылке встали дыбом, ноги согнулись, туловище наклонилось, а руки со скрюченными, как когти, пальцами были выброшены вперед на уровне груди. Я поймал себя на этой страшной позе и еще больше испугался. Я невольно попятился и, наткнувшись на валун, сполз на пол рядом с ботинком. Я пытался сообразить, что же меня так напугало. Может быть, я перестарался и слишком устал? Уже давно рассвело. Я чувствовал, что мои мысли путаются и что я совершенно разбит. Но это еще не объясняло мой внезапный страх. Кроме того, я по-прежнему не мог понять, чего в конце концов хочет от меня Дон Хуан. Я решил сделать последнюю попытку. Я поднялся и медленно приблизился к месту, отмеченному курткой, и вновь почувствовал невыносимое давление в области желудка. На этот раз я решил ни за что не отступать. Я уселся, потом встал на колени, чтобы лечь на живот, но никак не мог этого сделать, несмотря на отчаянные усилия. Я уперся ладонями перед собой в пол веранды. Дыхание участилось, а желудок забунтовал. Меня охватила неодолимая паника. Я изо всех сил боролся с желанием удрать. Тут я вспомнил, что Дон Хуан, наверное, за мной наблюдает. Я медленно отполз к ботинку
и прислонился спиной к валуну. Я хотел передохнуть и собраться с мыслями, но заснул. Я услышал над собой голос и смех Дона Хуана и проснулся. «Ты нашел его», — говорил он. Я понял не сразу. И он еще раз повторил, что мое пятно и есть то самое место, где я заснул. Он опять спросил, как я себя на нем чувствую. Я ответил, что не замечаю никакой разницы. Он предложил мне сравнить свои нынешние ощущения с тем, что я испытывал на первом пятне. Впервые до меня дошло, что я, пожалуй, не смогу объяснить все свои ощущения этой ночи. Он с вызовом приказал мне сесть на пурпурное пятно. Но это место по какой-то необъяснимой причине наводило на меня страх, и я решительно отказался. Он заключил, что только дурак не увидит разницы. Я спросил, имеются ли у этих двух пятен названия. «Хорошее пятно», — сказал он, — «называется ситио, местность, место, а плохое — врагом». Эти два пятна — ключ к самочувствию человека, в особенности того, кто ищет знания. Просто сидеть на своем месте значит уже накапливать силу, и наоборот, враг ослабляет человека и может даже быть причиной его смерти. Он сказал, что всю свою энергию, которую я столь щедро растратил за ночь, я восполнил только тем, что задремал на собственном месте. Еще он сказал, что разные цвета, которые я видел на разных пятнах, обладают таким же неизменным эффектом, умножая или отбирая силу. Я спросил, нет ли еще каких-нибудь касающихся меня пятен и как их разыскать. Он ответил, что мест, сходных с этим, в мире множество, и находить их проще всего по соответствующим цветам. Для меня все-таки осталось неясным, решил ли я в конце концов эту проблему и вообще, существовала ли она на самом деле. Я был уверен, что Дон Хуан всю ночь за мной подсматривал, а потом решил меня подбодрить и свел все к шутке, объяснив, что я, мол, уснул как раз где надо. И все же это было как-то малоубедительно, а когда он потребовал для пробы сесть на другое пятно, я ни за что не смог себя заставить это сделать. Существовало странное несоответствие между моими логическими выкладками и несомненным опытом страха перед этим другим пятном. Дон Хуан, в свою очередь, был совершенно убежден в моем успехе и, выполняя уговор, заявил, что теперь будет учить меня тому, что знает о пейоте. «Ты просил меня научить тебя тому, что я знаю о мескалите», — сказал он. «Я хотел проверить, усталишь ли ты, когда встретишься с ним лицом к лицу. Мескалита — дело более чем серьезное. Тебе придется взвесить и призвать все свои силы. Теперь я вправе засчитать одно лишь твое желание учиться в качестве достаточной причины, чтобы взять тебя в ученики. Ты в самом деле будешь учить меня тому, что знаешь о пейоте? Я зову его Мескалита, и тебе советую называть его так. Когда мы приступим? Угомонись. Сначала ты должен быть готов. А я готов. Шутки свои оставь при себе. Тебе придется подождать, пока у тебя не останется сомнений, и тогда ты с ним, может быть, встретишься. Мне что, нужно подготовиться? Нет, просто ждать. Ты еще вполне можешь передумать. Ты быстро устаешь. Этой ночью ты готов был все бросить, едва лишь столкнулся с первыми трудностями. Мескалита требует несравненно больше твердости.